Урок 1. Вероятность встречи со случайным человеком. Привет, Анна. Вы видели статью в газете о шансах встретиться с кем-то? Нет, я еще не читал эту книгу. Что там было написано? Судя по всему, шансы когда-либо встретить случайного человека довольно малы. В самом деле, это довольно удивительно. Думаю, мир больше, чем кажется. Именно так. В статье говорится, что крайне маловероятно, что мы когда-либо встретимся с подавляющим большинством людей на планете. Ух ты, думать об этом безумно. Интересно, как они рассчитали эти коэффициенты? Они учитывали такие факторы, как население мира, ожидаемая продолжительность жизни и среднее расстояние, которое люди преодолевают. Понятно. То есть шансы на мою встречу, скажем, с президентом Тувалу практически равны нулю. Ха-ха, да, наверное. Если только у вас нет секретного плана посетить все страны мира. Ха-ха, нет, таких секретных планов нет. Просто обычный человек, который изо дня в день пытается прожить. То же самое и здесь. Думаю, мы можем довольствоваться тем, что являемся частью этой огромной взаимосвязанной человеческой семьи, даже если на самом деле мы никогда не встречаемся с большинством из них. Это хороший способ подумать об этом. Возможно, мы и не пересекаемся, но в некотором смысле мы все вместе. Именно так. Мы словно корабли, плывущие по ночам, но все равно плывем по тому же бескрайнему океану человечества. Мне нравится эта аналогия. Очень поэтично. Возможно, нам стоит написать об этом песню. Хах, я сам больше люблю прозу. Но не стесняйтесь надевать шляпу автора песен. Урок 2. Путешествие по живописным местам. Доброе утро, Анна. Вы когда-нибудь ездили по шоссе Тихоокеанского побережья? Нет, у меня пока не было шанса. Все так красиво, как говорят. Абсолютно. Виды на этом участке дороги просто невероятные. Я слышал, что это одна из самых живописных трасс в мире. Какая твоя любимая часть? Хм, это сложный вопрос. Мне понравились скалистые скалы, впадающие в сверкающий океан. Звучит захватывающе. Бьюсь об заклад. Такое ощущение, что вы едете прямо на краю света. Именно так. А извилистые повороты шоссе тоже делают игру по-настоящему захватывающей. Могу себе представить. По пути вы останавливались в каком-нибудь из маленьких прибрежных городков. Да, я сделала несколько остановок. Вот этот очаровательный городок под названием Камбрия, который мне очень понравился. Расскажи мне больше. Что вы там делали? Что ж, я остановился, чтобы пообедать с местными морепродуктами и полюбоваться потрясающим видом на гавань. Морепродукты с видом на океан. Похоже на мое место. Здесь было так спокойно и живописно. Я мог бы сидеть там весь день, просто наблюдая за прибывающими и уходящими лодками. Похоже, это идеальное маленькое место для отдыха на море. Теперь мне очень не терпится спланировать поездку по побережью. Вам непременно стоит это сделать. Это такой драйв, который просто освежает вашу душу. Урок 3. Анне нужно новое платье. Привет,
Анна, я слышала, что ты ищешь новое платье для вечеринки. Нужна помощь. Ах да, это было бы замечательно. Я не совсем уверен, с чего начать. Нет проблем. Я с радостью протяну руку помощи. Какой стиль ты выберешь? Ну, я хочу чего-нибудь веселого и необычного, но не слишком необычного, понимаете? Понял. Может, мы могли бы заглянуть в этот новый бутик в центре города? У них всегда есть действительно уникальные платья. А да, я давно хотела посетить это место. Пойдем туда сегодня. Абсолютно. Весь день я свободен, поэтому мы можем не торопиться с просмотром. Отлично. Будет очень весело. Мне уже не терпится найти идеальное платье. Уверена, мы найдем что-то потрясающее. У тебя отличный стиль, поэтому я доверяю твоему мнению. Спасибо Джону. Хорошо, тогда давайте начнем. Я готова к шопинг-приключениям. Ведите путь. Мне не терпится увидеть, какое платье бросается в глаза. Я тоже. У меня такое чувство, что это будет действительно успешная поездка по магазинам. Не сомневаюсь в этом. Как мы можем ошибиться, если мы работаем вдвоем? Именно так. Хорошо, давайте сделаем это. Пора найти мое идеальное вечернее платье. Я прямо за вами. Это будет круто, я это знаю. Урок 4. Битва на рассвете. Доброе утро. Анна, вы узнали новости о битве, которая произошла сегодня на рассвете? Нет, я ничего не слышала. Что произошло? Судя по всему, на рассвете 6 числа на рассвете раздался интенсивный выстрел из винтовки и грохот пушек. Боже, похоже, это была довольно ожесточенная битва. Они знают, о чем шла речь. Насколько я понял, это произошло между двумя противоборствующими армиями, пытавшимися установить контроль над регионом. Как ужасно. Надеюсь, ни с одной из сторон было не так много жертв. К сожалению, в сообщениях говорится, что многие получили ранения и даже погибли. Это так трагично. Война — такая ужасная вещь. Не могу себе представить, что стану свидетелем чего-то подобного. Я тоже. Должно быть, это была ужасающая и хаотичная сцена, разворачивающаяся на рассвете. Я рада, что меня там не было. От одной мысли об этом у меня мурашки по коже. То же самое и здесь. Но мне интересно посмотреть, как все это закончится в ближайшие дни. Да, я думаю, что эта битва повлечет за собой много последствий. Мне придется следить за новостями. Определенно. Это, безусловно, развивающаяся история, за которой стоит внимательно следить. Совершенно верно. Спасибо, что ответили мне, Джон. Спасибо, что вы держите меня в курсе. Конечно, рад поделиться последними новостями. Дайте мне знать, если вы услышите что-нибудь еще с вашей стороны. Урок 5. Новая Шотландия. Привет, Анна. Вы знали, что Новая Шотландия была основана еще в 1605 году? Ни за что, правда. Я и не подозревал, что у нее такая долгая история.
Расскажи мне больше. Да, это очень увлекательно. Французская экспедиция под руководством Пьера Дюгуа, Сьерра де Монса и Самуэля де Шамплена основала здесь первое постоянное европейское поселение. Ух ты, это древняя история. Я всегда думал, что Новая Шотландия — это совсем новая канадская провинция. Верно. Судя по всему, они создали форпост по сельскому хозяйству и торговле мехом на берегу бассейна Аннаполиса. Интересно. Интересно, как это первоначальное поселение на протяжении веков превратилось в Новую Шотландию, которую мы знаем сегодня. Что ж, несколько раз она переходила из рук в руки французов и британцев, но французы первыми закрепились там. Держу пари. Это привело к довольно интересным культурным влияниям и динамике за эти годы. Именно так. Новая Шотландия представляет собой уникальное сочетание французского и британского наследия, которое вы можете увидеть и сегодня. Это так круто. Мне бы очень хотелось однажды приехать сюда и лично познакомиться с историей и культурой. Вам определенно стоит это сделать. Пейзажи тоже захватывают дух, скалистое побережье и живописные рыбацкие деревушки. Тьфу, остановись. Ты заставляешь меня бронировать поездку прямо сейчас. Возможно, мы сможем вместе спланировать небольшое приключение по Новой Шотландии. Я так готова к этому. Мы можем посетить исторические достопримечательности, попробовать свежие морепродукты и, возможно, даже немного выучить французский язык. Звучит отлично. От одной только мысли об этом меня переполняет восторг. Когда мы можем поехать? Ха-ха, давайте начнем разбираться в этом. Посмотрим, смогу ли я найти для нас выгодные предложения на авиабилеты и проживание. Урок 6. Бытовые неурядицы. Привет, Анна. У меня дома проблемы с сантехникой, и я надеялась, что ты мне поможешь. А. Что происходит, Джон? Что ж, в раковине есть протекающий кран, который просто не перестает капать. Ух, это может так раздражать. Вы пробовали затянуть крепление? Я сделал несколько хороших оборотов, но безуспешно. Думаю, мне, возможно, придется заменить шайбы. Это может помочь. Вы также проверили насадку для душа. На днях у меня было капризное поведение. На самом деле, да. Душевая лейка тоже не работает должным образом. Давление воды очень низкое. Ага, похоже, у вас дома есть сантехнические гремлины. Это может стать настоящей головной болью. Расскажите мне об этом. Я не самый удобный в таких вещах. Не волнуйтесь, я с радостью покажу вам несколько простых решений. Сантехника — это не ракетостроение. Я благодарна за это, Анна. Я боялась звонить профессионалу. Что ж, давайте сначала посмотрим, сможем ли мы решить эти проблемы, прежде чем вы пойдете по этому пути. Звучит неплохо. С чего мне начать? Со смесителем или душевой лейкой? Сначала я бы занялся краном. Обычно его легче всего починить из двух. Хорошо, понял. Я пойду в хозяйственный магазин за запасными стиральными машинами. Урок 7. Прогрессивная политика. Доброе утро, Анна.
Я читала о некоторых интересных налоговых льготах, предлагаемых правительством. Правда. На какие стимулы они рассчитывают? Что ж, очевидно, существует стремление к более прогрессивной политике, поощряющей инвестиции предприятий в экологически чистую энергию. Приятно это слышать. Все, что способствует устойчивому развитию и защите окружающей среды, это шаг в правильном направлении. Совершенно верно. И речь идет не только о возобновляемых источниках энергии, но и о расширении налоговых льгот для компаний, которые уделяют приоритетное внимание обучению и развитию работников. Вау, это круто. Повышение квалификации рабочей силы очень важно, особенно в быстро меняющихся отраслях. Определенно. Я слышала, что они даже рассматривают возможность поощрения компаний, улучшающих свою практику разнообразия и инклюзивности. Отлично. Это действительно может улучшить представительство на рабочем месте. Каждая мелочь помогает. Абсолютно. Судя по всему, цель заключается в согласовании корпоративных интересов с общим социальным благом. Пришло время. Нам нужно больше кнута и меньше пряника, когда речь идет о достижении позитивных перемен. Согласовано. Подобные продуманные и комплексные стимулы действительно могут способствовать значительному прогрессу. Мне интересно узнать, как отреагирует публика. Некоторые могут расценить это как превышение полномочий правительства. Верно, но я думаю, что большинство здравомыслящих людей признают более широкие социальные преимущества. Будем надеяться, что да. Лучше маленькие шаги в правильном направлении, чем их полное отсутствие. Не могу не согласиться с этим. Я с осторожным оптимизмом смотрю на потенциальное влияние этой политики. Урок 8. Золотой век печати. Привет, Анна. Вы знали, что 1800-е и начало 1900-х годов считаются золотым веком газет? В самом деле, в то время я знал, что газеты популярны, но не подозревал, что этот век считается настоящим золотым веком. Да, это было время невероятного роста и инноваций в отрасли. Газеты стали доступнее и доступнее. Это очень интересно. Какие ключевые достижения способствовали этому расширению? Что ж, усовершенствования в технологии печати позволили ускорить и повысить качество производства. А дистрибьюторские сети быстро расширялись. Интересно. Думаю, это сделало газеты гораздо более доступными даже в небольших городах и сельской местности. Именно так. А рост популярности копеечной прессы сделал их доступными для рабочего класса. Понимаю, это действительно демократизировало доступ к новостям и информации. Определенно. Это был настоящий золотой век журналистики, журналистские расследования и подробное освещение событий. Наверное, это было захватывающее время, когда газеты играли такую важную роль в обществе. Совершенно верно. Это был настоящий ренессанс письменного слова и важнейший предшественник современного медийного пространства. Я понимаю, почему историки относятся к этому так позитивно. Звучит как захватывающая эпоха. Так оно и было. Энтузиазм и новаторство этих первых журналистов очень вдохновляют. Держу пари. Заставляет меня задуматься,
как может выглядеть следующий золотой век средств массовой информации? Хороший вопрос. С развитием цифровых и социальных сетей кто знает, что ждет нас в будущем. Урок 9. Подчеркивание своей ценности. Доброе утро, Анна. Я хотела поговорить с тобой о чем-то важном. А. О чем ты думаешь, Джон? Что ж, у меня скоро собеседование, и я хочу убедиться, что я действительно хочу подчеркнуть ценность, которую я могу принести компании. Это отличная цель. Какой подход вы собираетесь использовать? Я хочу сосредоточиться на демонстрации своих ключевых сильных сторон и на том, как они соответствуют требованиям этой должности. Умный. Все дело в том, чтобы показать работодателю, что вы идеально подходите. Именно так. Я много думала о том, как конкретно я могу внести свой вклад. Например, что? Каковы ваши основные аргументы в пользу продажи? Что ж, у меня большой опыт работы в отрасли, а также сильные аналитические навыки и навыки решения проблем. Похоже, это действительно ценные активы. Чем еще вы можете выделиться? Я также быстро учусь и отлично общаюсь. Я хорошо работаю как самостоятельно, так и в команде. Отлично. Главное — подчеркнуть свою универсальность и разносторонность. Конечно. И я хочу привязать все к тому, какую пользу это приносит компании. Верно, не просто перечислите свои навыки, объясните, какую ценность они предлагают работодателю. Определенно. Мне нужно провести небольшое исследование, чтобы по-настоящему понять их потребности. Урок 10. Вспоминая Хелен Келлер. Скажи, Анна, а ты знала, что сегодня годовщина со дня рождения Хелен Келлер? В самом деле, я этого не осознавал. Она была потрясающим и вдохновляющим человеком. Совершенно верно. Ее история преодоления невероятных препятствий поистине удивительна. Определенно. Ее учительница, Энн Салливан, была настоящим чудотворцем. Верно. Самоотверженность и терпение Салливана в обучении Келлера просто поразительны. Я даже не представляю, как это было сложно, но она никогда не сдавалась. Именно так. Она нашла творческие способы найти выход и наладить связь с Келлером. Это так впечатляет, что Келлер стал известным писателем и активистом. Совершенно верно. Ее достижения, несмотря на инвалидность, действительно впечатляют. Конечно, она действительно доказала, что при наличии решимости все возможно. Определенно. История ее жизни — яркое свидетельство человеческого духа. Я согласен. Важно, чтобы мы продолжали чтить наследие Келлера и извлекать уроки из него. Определенно. Ее стойкость и настойчивость — качества, к которым мы все можем стремиться. Совершенно верно. Она такой вдохновляющий образец для подражания, особенно для тех, кто сталкивается с трудностями. Согласовано. Ее история напоминает нам о том, что нельзя недооценивать силу человеческого разума. Урок 11. Изучение японской культуры.
Привет, Анна. Я только что вернулась из поездки в Японию. Это был потрясающий опыт. Ух ты, как интересно! Что было самым лучшим в вашей поездке в Японию? Культура там очень богата и интересна. Мне нравилось узнавать об их традициях. Могу себе представить. Япония обладает таким уникальным и ярким культурным наследием. Определенно. Архитектура, еда, образ жизни– все это было так увлекательно. Хотелось бы услышать больше. Какие аспекты культуры вам больше всего понравились? Внимание к деталям и уважение к традициям меня действительно впечатлили. Это так интересно. Можете ли вы привести пример того, что вы видели? Например, чайная церемония. Точность и внимательность были просто потрясающими. Ах да, японская чайная церемония– прекрасный, проверенный временем ритуал. Именно так. Это заставило меня сбавить обороты и по-настоящему оценить красоту простых вещей. Понимаю, что это был бы очень важный опыт. Похоже, в Японии это очень ценят. Определенно. Японцы очень высоко ценят природу и мастерство. Это замечательно. Было ли что-то еще, что действительно выделялось во время вашей поездки? Вежливость и гостеприимство людей там были поистине замечательными. Урок 12. Искусство приготовления на гриле. Привет, Анна. Знаете ли вы, что хорошие щипцы необходимы для приготовления и переворачивания еды на гриле? В самом деле, я этого не осознавал. Почему щипцы так важны для приготовления на гриле? Что ж, использование щипцов вместо вилки поможет вам более деликатно обращаться с едой и не прокалывать ее. Ах, в этом есть смысл. Не стоит терять все эти вкусные соки, протыкая дырки в мясе. Именно так. А щипцы намного лучше контролируют ситуацию, когда вы переворачиваете гамбургеры или жарите стейки. Понимаю, как это было бы полезно. Какие еще инструменты для гриля вы считаете необходимыми? Что ж, хороший шпатель– ключ к безопасному перемещению продуктов на решетке гриля и с них. Мне придется добавить это в свой набор инструментов для гриля. А как же термометр для мяса? Это важно. Определенно. Использование термометра избавляет вас от необходимости догадываться, когда еда идеально приготовлена. Отличный совет. Мне всегда трудно определить, готовы ли мои стейки или гамбургеры, просто взглянув на них. Термометр гарантирует, что вы всегда будете получать сочные и нежные результаты. Этот гриль меняет правила игры на гриле. Могу себе представить, к какой температуре вы обычно стремитесь при приготовлении разных видов мяса на гриле. Что ж, стейк мне нравится снимать при температуре 130 градусов по Фаренгейту для средней прожарки. Температура курицы должна достигать 165 градусов по Фаренгейту. Хорошо, приятно знать. В следующий раз, когда я зажгу гриль, мне придется запомнить эти целевые значения температуры. И не забудьте дать мясу отдохнуть 5-10 минут перед подачей на стол. Это помогает удерживать сок. Урок 13. Взлет над водопадом.
Доброе утро. Анна, вы знали, что с американской стороны над водопадом можно полететь на воздушном шаре? Вау, правда. Я никогда раньше об этом не слышала. Звучит совершенно невероятно. Так оно и есть. Вы даже можете покататься на специальном привязном воздушном шаре, который парит прямо над водопадом. Наверное, это невероятная перспектива, когда можно так увидеть водопад с высоты. Определенно. Виды просто захватывают дух, а под вами каскадом стекает стремительная вода. Могу себе представить, как спокойно и безмятежно плыть над грохочущими водопадами. Это не похоже ни на что другое. Вы получите потрясающий вид на весь Ниагарский пейзаж с высоты птичьего полета. Я продан. Как на самом деле заказать одну из этих полетов на воздушном шаре? Есть несколько разных компаний, которые предлагают эту услугу, и они проводят поездки в течение всего дня. Приятно знать. Нужно ли бронировать столик заранее, или вы можете просто прийти? Я бы порекомендовал бронировать столик заранее, особенно в напряженные летние месяцы. Места быстро заполняются. Хорошо, в этом есть смысл. И как долго обычно длятся полеты на воздушном шаре? Большинство из них длится около 15-20 минут, что является идеальным временем, чтобы все успеть. Это как раз подходящая продолжительность. Этого достаточно, чтобы по-настоящему полюбоваться невероятными видами. Именно так. Продержитесь дольше, и все может стать немного однообразным. Таким образом, это захватывающий кайф. Урок 14. Составление бюджета на полет на воздушном шаре. Скажи, Анна, ты изучала стоимость полетов на воздушном шаре над Ниагарским водопадом? Нет, на самом деле я этого не сделала. О каком бюджете нам следует подумать на такое? Что ж, судя по тому, что я видел, цены могут сильно различаться в зависимости от компании. Хорошо, приятно знать. Можете ли вы дать мне общее представление о том, что нам нужно отложить? Большинство поездок на воздушном шаре, похоже, стоят от 30 до $50 на человека. Это совсем не так уж плохо. Я ожидал, что все будет намного дороже. Да, это довольно разумная цена, учитывая невероятные впечатления, которые вы получите. На мой взгляд, для поездки продолжительностью 15-20 минут это отличное соотношение цены и качества. Совершенно верно. А некоторые компании даже предлагают скидки, если вы бронируете заранее. Отлично. Это поможет нам сэкономить немного больше. Есть ли у них другие пакетные предложения? Некоторые из них будут сочетать полет на воздушном шаре с другими развлечениями на Ниагарском водопаде по сниженной цене. А, это может быть очень удобно. Мне придется изучить любые комбинированные пакеты. Да, стоит изучить эти варианты, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств. Конечно. Это кажется все более выполнимым в нашей предстоящей поездке. Определенно. Если мы будем планировать будущее, думаю, мы сможем воплотить воздушный шар в реальность. Урок 15. Достижение карьерных целей. Привет, Анна. Могу я поразмышлять над некоторыми карьерными целями, о которых я думала?
Конечно. Я с радостью помогу. Какие цели вы рассматриваете? Что ж, мне очень интересно попасть в технологическую индустрию, но я не знаю, с чего начать. Хорошо. Это отличная цель. Вы имеете в виду какие-либо конкретные роли или компании? Пока нет, это часть проблемы. Я все еще пытаюсь найти наилучший путь вперед. Нет проблем. Каковы ваши ключевые сильные стороны и интересы в сфере технологий? Мне очень нравится решать проблемы и работать с данными. Кодирование также кажется мне очень увлекательным. Хм, это хорошая отправная точка. Думали ли вы о том, чтобы устроиться на должности аналитика данных или инженера-программиста? И то, и другое звучит интересно, но я немного не уверен в необходимых навыках и опыте. Это понятно. Хорошая новость заключается в том, что существует множество ресурсов, которые помогут вам начать. Например, что? Я готов рассмотреть любые ваши предложения. Что ж, вы можете найти онлайн-курсы, учебные курсы по программированию или даже работу в сфере технической поддержки начального уровня. Это отличные идеи. И они могут помочь мне заложить прочную основу, верно? Именно так. Все дело в том, чтобы сделать первый шаг, а затем продолжить развивать свои навыки. В этом есть большой смысл. Я очень признателен, что вы нашли время поговорить со мной об этом. Урок 16. Освежающие прогулки. Привет, Анна. Я люблю гулять в такую погоду. Я тоже. Свежий воздух и приятная температура так освежают. Именно так. Я считаю, что это действительно очищает мой разум и поднимает настроение. Согласовано. Это отличный способ заняться спортом и насладиться природой. Определенно. У вас есть любимая пешеходная тропа или парк? Да, у озера есть прекрасная тропа, которая мне очень нравится. Звучит прекрасно. Мне придется как-нибудь это проверить. Тебе стоит. Вид на воду такой умиротворяющий и успокаивающий. Держу пари. Возможно, однажды мы могли бы пойти туда вместе прогуляться. Это было бы здорово. В хорошей компании всегда веселее. Совершенно верно. Мне бы очень хотелось поближе познакомиться с этим районом вместе с вами. Тогда похоже на план. Дайте мне знать, когда будете свободны. Сгодится. Вот почему мне сейчас хочется пойти на прогулку. Ха-ха, я тоже. Погода просто идеальна для этого. Согласовано. Хорошо, я ухожу наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Скоро с вами поговорю. Урок 17. Варианты освещения. Привет, Анна. Что ты думаешь о вариантах освещения для гостиной? Отличный вопрос. Думаю, подвесные светильники или торшеры могут создать такую уютную атмосферу. Я согласен. Оба варианта очень хорошие. Какую атмосферу вы хотите создать? Что ж,
Я стараюсь сделать комнату более теплой и уютной. Возможно, лучше всего подойдут подвесные светильники. Подвесные светильники определенно добавят элегантности. О каком стиле вы думали? Я склоняюсь к чему-то более современному и минималистичному. Но мне также нравится внешний вид подвесок в индустриальном стиле. Интересно, они оба будут отлично смотреться. Как насчет светоотдачи? Хотите что-то яркое или более декоративное освещение? Это хорошее замечание. Думаю, я бы предпочла что-то более утонченное и непринужденное, чтобы создать расслабляющую атмосферу. Да, декоративное освещение– залог уютной гостиной. Для этого идеально подойдет диммер. Безусловно, диммерный переключатель просто необходим. Он позволяет регулировать освещение в зависимости от ситуации. Определенно. Кроме того, напольные светильники могут стать хорошим дополнительным источником света. Отличный звонок. Напольные светильники могут обеспечить дополнительное освещение, не будучи слишком мощными. Именно так. Множество отличных вариантов, с которыми можно поиграть и создать идеальную настройку освещения. Мне не терпится начать ходить по магазинам и смотреть, что мне бросается в глаза. Освещение действительно может преобразить пространство. Определенно. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие данные при принятии решения. Я с радостью помогу. Урок 18. Беспроблемные путешествия в будущее. Ух, я рада, что последняя поездка прошла гладко. Мне тоже это очень приятно после всех проблем с путешествиями, с которыми мы сталкивались в прошлом. Конечно, я надеюсь, что наши будущие путешествия будут такими же беспроблемными. То же самое и здесь. Мне бы очень хотелось в следующий раз просто расслабиться и насладиться путешествием. Совершенно верно. Вам больше не нужно беспокоиться о потере багажа или задержках рейсов. Это точно. Именно так. Возможно, нам стоит подумать о страховании путешествий в следующий раз, на всякий случай. Отличная идея. Это может дать нам дополнительное спокойствие. Определенно. И, возможно, нам повезет, и мы тоже найдем отличные предложения на авиабилеты. А да, доступные авиабилеты станут вишенкой беззаботного путешествия. Определенно. Мне придется следить за любыми хорошими продажами авиабилетов. Звучит неплохо. И, вероятно, нам стоит начать планировать наши следующие приключения в ближайшее время. Определенно. Мне не терпится начать поиск новых идей для туристических направлений. Я тоже. Я уже в восторге от одной мысли об этом. То же самое и здесь. Куда бы мы ни оказались, я просто надеюсь, что все пройдет так же гладко, как и предыдущая поездка. Скрестим пальцы. У меня хорошие предчувствия по поводу наших будущих путешествий. Урок 19. Изучение спутников Юпитера. Ого, вы видели последние новости о Юпитере? Нет, что происходит с планетой-гигантом? Судя по всему, у него куча спутников, их более 80. Это невероятно. Я и не подозревал, что у Юпитера так много естественных спутников. Да, это действительно увлекательно.
и некоторые из них совершенно уникальны. А, правда. Что делает их уникальными? Что ж, считается, что на одном из спутников Юпитера, Европе, есть подземный океан. Ух ты! Океан под поверхностью Луны. Это просто умопомрачительно. Знаю, верно. Ученым очень интересно больше исследовать Европу. Бьюсь об заклад, что да. А как же другие спутники Юпитера и другие выдающиеся спутники? Определенно. Есть Ганимед, самый большой спутник в нашей Солнечной системе. Самая большая Луна. Даже больше Луны Земли. Это безумие. Ага, оно просто гигантское. А еще есть Ио, самое вулканически активное тело в Солнечной системе. Вулканическая активность на Луне. Это дикая природа. Юпитер становится все более и более увлекательным. Абсолютно. И не стоит забывать о знаменитом большом красном пятне на самом Юпитере. Урок 20. Шедевр Генделя «Мессия». Вы узнали о знаменитой оратории Генделя «Мессия». Нет, я этого не сделала. Что нового в этом шедевре классической музыки? Что ж, удивительно, как Гендель смог возобновить свою карьеру с Мессией. В самом деле, я не знала, что до этого ему было тяжело. Что произошло? Судя по всему, Гендель на какое-то время потерял популярность в Лондоне. Его финансы оказались в затруднительном положении. А нет, наверное, это было непростое время для такого известного композитора. Определенно. Но затем он написал «Мессию», и это стало настоящей сенсацией. Мессия помог ему вернуть популярность и финансовую стабильность. Именно так. Оратория пользовалась огромным успехом и восстановила репутацию Генделя. Это просто потрясающе. Способность одного шедевра изменить ситуацию к лучшему. Совершенно верно. «Мессия» считается одним из величайших хоровых произведений, когда-либо написанных. Понимаю, почему. Масштабы и величие такой оратории, должно быть, просто захватывают дух. Конечно. Масштабы произведения с его легендарным хором «Аллилуйя» просто впечатляют. Мне бы очень хотелось когда-нибудь услышать живое исполнение Мессии. Наверное, это невероятный опыт. Это действительно так. Энергия и эмоции оркестра и хора в полном составе, исполняющих его вживую, не имеют себе равных. Урок 21. Стратегии успеха. Привет, Анна. Ты думала о том, какие стратегии способствуют успеху? Знаете, это отличный вопрос. Существует множество различных подходов, которые могут привести к успеху. Определенно. Увлекательно изучать общие черты успешных людей и организаций. Совершенно верно. Я читал о различных механизмах и моделях достижения целей. А, это интересно. С какими ключевыми стратегиями вы сталкивались?
Что ж, бросается в глаза важность постановки четких и измеримых целей. Ах да, в этом есть большой смысл. Крайне важно иметь четкую цель, к достижению которой нужно стремиться. Именно так. А затем разбить эти большие цели на более мелкие и действенные шаги. Верно, постепенный прогресс– это то, что действительно определяет динамику и результаты. Определенно. Еще одна стратегия, о которой я узнала, это сила непрерывного обучения. Ах да, очень важно сохранять любопытство и способность адаптироваться к переменам. Совершенно верно. Самые успешные люди всегда стремятся расширить свои знания и навыки. Отличное замечание. Самоуспокоенность может стать врагом роста и прогресса. Определенно. И, конечно, эффективное управление временем и расстановка приоритетов являются ключевыми факторами. Совершенно верно. Очень важно выяснить, как максимизировать производительность. Урок 22. Выбор подходящего велосипеда. Доброе утро, Анна. Вы в последнее время думали о приобретении нового велосипеда. Знаете, у меня есть. Я изучал лучшие велосипеды, отвечающие моим потребностям. Отлично. Каким видом верховой езды ты чаще всего занимаешься? Ну, в основном я ищу что-то хорошее для поездок по городу. Ах, понятно. Комфорт и эффективность, вероятно, были бы тогда главными приоритетами. Именно так. Мне нужен легкий велосипед, который легко маневрировать в пробке. Определенно. И влияет ли местность, по которой вы будете ехать, на ваше решение? Определенно. Поскольку мне придется преодолевать некоторые холмы, мне понадобится велосипед с хорошей экипировкой. Отличный звонок. Правильное передаточное число может существенно повлиять на уклоны. Совершенно верно. Я также рассматривал ширину шины. Более широкие шины, как правило, более удобны. Отличное замечание. Чем шире шина, тем больше амортизации и устойчивости вы получите. Определенно. И, конечно же, общий размер и геометрия рамы очень важны. Абсолютно. Вам нужен велосипед, который идеально соответствует пропорциям вашего тела.